Дефицит кадров или дефицит здравого смысла? Представляешь, целый день собеседований провожу, ни одного нормального кандидата. Работодатели жалуются, что некому работать. На одного соискателя 25 вакансий. Откровенно говоря, немножко выеживаюсь. Вакансии висят месяцами, но на самом деле в России, в Казахстане, да и во многих странах СНГ дефицит не кадров, а дефицит здравого смысла. Приходится прям конкретно суетиться, чтобы там за копейки какие-то... Если ты не хочешь работать за 30 тысяч, значит ты лентяй. По 400 рублей. Ну все, в расчете? Все. А если работодатель не хочет платить, он что, тоже лентяй? Знаешь, я лучше курьером буду работать, я 200 штук свезу. Сегодня разберемся, почему работодатели ищут людей месяцами, но все равно отказываются платить адекватные деньги. Почему за одну и ту же работу в разных странах платят по-разному? И что делать, если ты уже устал от этой корпоративной жести? Подписывайся на канал, давай разберемся вместе. Проблема вакансий. Кто кого должен убеждать? Ты приходишь на собеседование, а тебя спрашивают, а почему мы должны взять именно вас? Но подождите, разве это не вы должны убедить меня, почему я должен работать именно у вас? Недавно в Казахстане искали администраторов в салон красоты за 50 тысяч тенге. Это примерно $110. В обязанности входило встречать клиентов, продавать услуги, убирать помещение, делать массаж головы, управлять соцсетями, наливать кофе и следить за чистотой в туалете. То есть фактически это один человек вместо 3, а может быть и даже 5. А теперь скажите, правда ли, что никто не хочет работать? Или просто никому не хочется быть бесплатным рабом? Вакансий много, но работодатели не хотят подстраиваться под рынок. В США официант в среднем получает $3500. Это примерно 325 тысяч рублей. В России 60 тысяч рублей, в Казахстане 50 тысяч тенге. При этом уровень жизни в России и в Казахстане не дешевле в 5 раз. Так в чем разница? Кадровый парадокс. Почему на рынке труда все недовольны? В регионах практически нет нормальных работников. Вчера разговаривала со знакомой, она главный бухгалтер в крупной компании. Есть филиал компании в Южно-Сахалинске. Не могут уже полгода найти нормального бухгалтера филиал. Зарплата от 100 тысяч рублей. Предыдущий сотрудник, внешне абсолютно нормальная женщина 45 лет, с хорошим опытом в бухгалтерии, ушла 2-й раз в жесткий запой. А до нее работала бухгалтер, которую уволили точно по такой же причине. Работы достойной много, работников достойных единицы. Работодатели говорят, люди не хотят работать. Соискатели говорят, компании хотят, чтобы мы пахали за 3. Почему это происходит? Кто прав, а кто преувеличивает? Давайте разберем, что на самом деле происходит на рынке труда в России и в Казахстане. Девушка, вы ж только после института. Извините, но мы ищем сотрудников с опытом. Так, 30, замужем, 2 детей, все понятно. Садики, школы, больничные. Работать вы когда будете? Следующий. 35 без детей и мужа? Ну, как только вы устроитесь, начнется свадьба, роды и декрет на 3 года? Нет, спасибо. Сколько? 45? Дети в институте уже? Это отлично, конечно, но нам нужны молодые и энергичные. Не, ну ты представляешь, целый день собеседований провожу, ни одного нормального кандидата. Ага. Да не говори, вообще кошмар. В России в 2024 году зафиксирован кадровый дефицит в 2,7 миллиона человек. Рекордные показатели. А в Казахстане нехватка специалистов в розничной торговле и логистике. Компании просто не могут найти работников. Почему так? У нас в стране кадровый голод. Вот, насколько я знаю, он связан там с СВО. Это миф или вот реально? Это первый такой голод кадровый, который вот за 20 лет я наблюдаю. Это действительно не миф, это реальность, в которой сейчас люди живут. Если раньше мы перебирали резюме, такие, следующий кандидат, еще посмотрим, то сейчас соискатели так делают. То есть следующая компания, следующая. У меня недавно буквально вот был пример, когда мы уже все договорились о встрече кандидата, и буквально там за 10 минут нам звонит, говорит, ребят, я не приду. Военные мобилизационные программы в России перетянули тысячи работников в оборонную промышленность. Миграция из России и Казахстана после 2022 года привели к оттоку квалифицированных кадров. Люди стали менее лояльны к компаниям. Больше не хотят работать за низкие зарплаты. Работодатели говорят, что
кадров не хватает. Но в чем реальная причина? Менеджеров найти на сегодняшний день сложно. Знаешь, как у меня одна девочка пришла, немножко поработала, говорит, знаешь, я лучше курьером буду работать, я 200 штук свои заработаю, но мне будет легче. В курьеры обычно идут люди, которые, пока в силу каких-то жизненных обстоятельств они не видят. Для них важнее сейчас закрыть вот этот финансовый голод свой. Я тоже была в такой ситуации, когда я финансовый голод закрывала любой ценой. Я сама была у себя грузчиком, водителем, курьером, понимаешь? Подумала только о том, что мне нужно на что-то жить, не более. Почему от меня девочка ушла? Потому что она сделала выбор, ей не хотелось так умственно много работать. Ей не хотелось нести такую ответственность, и ей показалось, что там в курьерах проще. А соискатели недовольны, нас хотят загнать в рабство. А все дело в том, что средняя зарплата в России и в Казахстане не успевает за инфляцией. В Казахстане официальная безработица низкая, но люди жалуются на скрытую безработицу и низкие ставки. Компании хотят универсальных сотрудников. Ты и программист, и маркетолог, и офис-менеджер в одном лице. Что злит людей в таком случае? Повышенные требования без повышения зарплат. Нужен сотрудник с 5 годами опыта за 50 тысяч рублей. Завышенные KPI и рабочие перегрузки. Раньше это делали 3 человека, теперь все на плечах одного. Официальные данные по безработице не отражают реальность. Люди работают, но в режиме выживания. Соискатели хотят адекватных условий, а работодатели не готовы их дать. Конфликт неизбежен. А было ли лучше раньше? В 90-х в России и в Казахстане безработица была в разы выше, но работа находилась быстрее. А в 2000-х рынок начал восстанавливаться, но зарплаты остались низкими. В 2010-х произошел рост IT и диджитал-экономики, но рабочие профессии начали исчезать. Каждое десятилетие меняла рынок. Теперь на первый план выходит борьба не за место работы, а за достойные условия. Бумажки с правой стопки перекладываем в левую, а не наоборот. Понятно? Да непонятно, просто для вас право это лево, а лево это право для меня. Сильно умный? Меня достала моя работа, и я уволился. Первый день без работы мне понравился. И второй, и третий, и четвертый, а вот пятый нет. Я понял, что работать все же придется, но в этот раз работа должна быть в кайф. Надо писать резюме. Написал имя, фамилию, задумался над графой возраст. Сначала приписал себе лишний год, чтобы казаться солиднее. Потом убрал себе 1 год, чтобы казаться перспективнее. Образование. Вспомнил шутку дяди. Есть у меня образование. Поджелудочный. Жалко, так не ответишь. Сколько бы вы хотели получать? Подумал. Написал 1 сумму, удалил, написал 2, удалил, вспомнил фразу тети. Немного, чтобы не спугнуть, но и немало, чтобы не показаться дешевкой. Написал чуть больше, чем на прежней работе. Дальше. Что вас больше всего интересует в жизни? Что стало с певцом Юлианом? Кем вы видите себя через 10 лет? Да что за вопрос такой? Стали бы вы работать с интровертом? Стакан наполовину пуст или полон? Кто вы из героев Шрека? Да кто вообще придумывает эти вопросы? Ваши хобби. Решил написать что-то такое, что не проверит. Мыло варенье. Теперь надо прикрепить свое фото. Отправил фон, наложил фильтр, поправил прическу, потянул улыбку, добавил дорогие часы, фото готово. Перечитал, что написал за последние 5 часов, все удалил, написал все по новой за 15 минут, кроме мыловарения. Отправил, стал ждать. А какой уровень безработицы в разных странах? В России уровень безработицы, по официальным данным, 2,3%. Рекордно низкая, но искусственно занижена из-за мобилизации и госзаказов. В Казахстане 4,6% официально, но эксперты считают, что реальная цифра намного выше. А в США уровень безработицы 4%. Рынок стабилен, но высокие требования к специалистам. А в Европе 4,9%. Некоторые страны испытывают нехватку рабочих рук, другие – кризис безработицы. Российские и казахстанские рынки труда уникальны, но тренд схож со всем миром. Работники требуют достойных условий, работодатели требуют сверхэффективности. Так что же нам с вами делать? Нужно забыть про старые стратегии поиска работы. Раньше было: отправляю резюме в 50 компаний, хоть кто-то да откликнется. А сейчас нужно готовить стратегию поиска, а не просто спамить. А почему? Потому что компании не просматривают сотни резюме вручную. Они используют фильтры и алгоритмы. Без правильных ключевых слов в резюме ты просто не попадешь в базу. Нужно настраивать под каждую вакансию, а не кидать одно и то же всем подряд. А для этого необходимо оптимизировать резюме по АТС-системе, алгоритмы отбора кандидатов, добавлять в резюме ключевые слова из вакансий, они ищут по ним. И забудь про стандартные шаблоны, пиши под боль компании. Ну и, конечно же, не верь красивым обещаниям в вакансиях. Что обычно пишут в вакансиях? Дружный коллектив, сразу читай как токсичная среда, где все боятся увольнения. Карьерный рост. Если
не указаны четкие критерии, его может быть и не быть. И мое любимое, конкурентоспособная зарплата. Это просто означает, что ниже рынка, но не скажем насколько. Поэтому нужно читать отзывы на форумах, спрашивать на собеседовании конкретные примеры успешных сотрудников. А если говорят, у нас все зависит от KPI, требуют четкие цифры KPI и план карьерного роста. И помни, что договор – твоя единственная защита. Но имей в виду, даже там есть ловушки. Если испытательный срок 6 месяцев, значит могут уволить и без выплат. А если серая зарплата, то ты можешь остаться без защиты больничных и отпускных. И переработки могут не оплачиваться, если нет четкого пункта. Поэтому перед подписанием договора ищи подвохи в формулировках. Запроси черновик договора заранее и спокойно изучи. Если обещаешь что-то устно, пусть внесут в доп. Соглашение. А теперь как же выбивать достойную зарплату и почему важно торговаться? На самом деле работодатели изначально закладывают бюджет выше, чем пишут вакансии. Если ты не попросишь больше, они просто не предложат. Поэтому нужно подготовиться к переговорам. Исследуй рынок, сравни аналогичные позиции по зарплатам. Используй фразу «Какие границы бюджета вы закладываете на эту позицию?» И, конечно же, требуй дополнительные бонусы, ДМС, обучение, удаленку. Иногда это дороже, чем доплата. И, конечно же, подготавливай план «Б». Не жди чуда, создавай альтернативу. Даже у твоего плана «Б» должен быть план «Б». Почему нельзя зависеть от одного работодателя? Потому что ты можешь попасть в токсичную среду и не сможешь уйти потом. А компания может внезапно урезать бюджет и оставить без денег. Всегда должен быть запасной выход. Поэтому развивай альтернативные источники дохода. Осваивай смежные навыки, которые могут пригодиться. Фриланс, консалтинг, курсы. Не зацикливайся на одной компании. Будь в поиске лучших условий. И перейди, пожалуйста, в мой телеграм-канал. Финальный вопрос к вам. Так кто же в итоге прав? Работодатели действительно испытывают дефицит кадров, а соискатели действительно недовольны оплатой и нагрузками. Кто должен первым пойти на компромисс? Или это тупик? А как ты думаешь, кто прав в этом споре? Работодатели или работники? Напиши в комментариях. Давайте начинать обсуждение. Идеалы или реально? Что выберешь ты?